Общество мертвых режиссеров Стэнли Кубрик. Дорогие коренные граждане и гости нашего провинциального поселения, сегодня я, ваш любимый губернатор, друг и лидер, с гордостью приветствую вас на торжественном открытии новой, потрясающей, оригинальной, морозостойкой и нахуй никому не нужной рубрики. В ней мы будем говорить о дискографии мертвых режиссеров, от самых студенческих короткометражек до поздних работ с обнаженными звездами Голливуда и многомиллионными бюджетами. Возможно, сюда попадет и ваш любимый Режик в будущем, но начать я решил с того, чье творчество научило меня не волноваться и полюбить кино, в самом серьезном смысле этого слова. Да, возможно, о Кубрике не знает только ленивый, и хотя бы один его фильм смотрел каждый человек на земле. Мальчишки и девчонки, их родители, старики и хипстеры-подростки, зумеры и думеры, все в курсе, кто такой этот ваш Кубрик. Его ставят в топы лучших всегда, а если не ставят, то все спрашивают, а где, блять, Кубрик? Его фильмы очень разные, но в то же время обладают неповторимым стилем. И казалось бы, ну чё тут еще добавишь? Все же уже написано до нас миллионы статей, документалок, книг, биографий. Но я решил, что мне похуй. И будет еще одна статья. Типа я обязан, понимаете? В 9 классе увидел «Космическую Одиссею 2001». Понял, что был слеп. А теперь я прозрел. Майнверх! Кино — это тебе не под пивас посидеть с пацанами и расслабиться. Это нечто большее. Мощнейшее из всех искусств, включающее в себя живопись, литературу, музыку и все едино в синематографе. Поэтому, если вам интересно, еще раз послушать про одного из величайших и общепризнанных директоров, почитать подробный обзор на 16 его фильмов, а также несколько бонусных картин, к которым мастер приложил руку, то заводите ваши апельсины, широко закрывайте глаза и пристегивайте ремни ваших звездолетов, не забывая при этом надеть гермошлем. Мы отправляемся. Day of the Fight. День боя. 1951 год. Родители очень любили Стэнли. Он рос, можно сказать, разбалованным ребенком. Если мальчик не хотел делать уроки, он просто подходил к директору школы и спрашивал разрешения не делать ненавистное задание. Поэтому Кубрик имел херовые оценки, которые не позволили ему поступить в колледж. Но, несмотря на это, родители все равно любили маленького Стэнли. Что, на мой взгляд, удивительно. Ведь по оценке же можно понять, хороший твой сын или удовлетворительный. Кубрик-старший работал врачом и был заядлым игроком в шахматы. Стереотипный такой еврей. Он научил сына шахматам с младенчества, а в 12 лет подарил первую фотокамеру. И Стэнли увлекся фотографией. Дела у него шли неплохо. Начиная с нештатной должности фотографа журнала «Лук», он сделал пару удачных фоток Человека-паука и попал в должность штатных фотографов. Одна из его фотографий получила даже какую-то премию. На ней был изображен грустный продавец газет, опечаленный смертью Рузвельта. Это был снимок, означавший конец эпохи. Один из корешей Стэнли посоветовал ему заработок на продаже короткометражных документалок для компаний, производящих кинооборудование и пленку. Разбив пару копилок и выиграв несколько шахматных матчей за деньги, Кубрик собирает бюджет на свою первую короткометражную ленту. Как отмечают источники, кинематографист обладал очень разным набором увлечений. Это были фотографии, шахматы, джаз, классическая музыка, литература, американский футбол и бокс. Первый его фильм как раз и был посвящен теме бокса. Сама природа боксерских поединков неспроста привлекала Кубрика. Бокс интересен тем, что давал выход животному, первобытному началу в человеке. А противоборство животного и социального в человеке и будет центральной темой всех фильмов творца. В «Дне боя» нам показывают один день из жизни боксера-тяжеловеса Уолтера Картье. Фильм снят за $3900 и продан за 4000. По форме это обыкновенная нарезка действий героя под закадровый голос ведущего новостей CBS. Герой просыпается в обнимку с другим мужиком, что я считаю абсолютно нормальным и одобряю. Но это же мужские единоборства, чего вы еще ожидали? Далее умывается, проверяет в зеркале, как бы его лицо выглядело со сломанным носом, завтракает, кормит рыбок, разминается, отрабатывает пару приемчиков. Ну, в общем, занимается обычными рутинными мужскими делами, как я и, возможно, вы, каждый день. Далее вместе со своим братом, /тренером, /любовником он едет в зал, где мы видим афиши, назначенного на сегодня боя. Идет сцена в раздевалке. Уолтеру наматывают бинты и надевают перчатки. Происходит динамичная сцена боя, в которой Кубрик не только показывает себя как неплохой постановщик, но и мастерски имитирует полный зал и увлеченность толпы. Хотя на самом деле в зале было человек 20, ведь этот бокс нахуй никому не интересен. Картье выигрывает и обнимается с братом. Конец. Вот такой незамысловатый сюжет имеет первая короткометражка «Маэстро».
Но уже в ней мы видим некоторые визуальные приемы, присущие дальнейшим картинам. Это и необычное панорамирование в моментах ходьбы персонажей в сторону зала, запись звука поверх картинки и нестандартные для кинематографа ракурсы камеры. Не скажу, что этот короткий метр заслуживает внимания каждого. На мой взгляд, в нем, как и в двух следующих фильмах, видна в первую очередь коммерческая жилка, желание поднять бабла, чтобы стали другими дела. Объективно, художественной ценности в нем нет. Но главное, что студии работа понравилась, и они заказали Кубрику следующую короткометражку. Автор идеи и великой рецензии о Великой войне — канал Сам Щит. Текст читала вечно простуженная Хижина П. Спасибо вам за внимание. Надеюсь, если меня не уволят, мы еще увидимся.